Я сегодня читал когда книгу, описывающую биографию, истории из жизни Гуру Кишордас Бабаджи, то есть эти все истории, это сам Бхактисиданта Сарасвати Такур рассказывал, они издавали в журнале, вот из этих статей сделали вот такую книгу. И когда я читал эту книгу, вот сегодня с утра, где-то часа два, наверное, я читал, как-то медитировал на эти истории, у меня после всего этого возникло такое чувство, знаете, понял свою незначительность. И неудобно стало очень. Вот сейчас я пойду, вот что-то надо говорить, и очень неудобно, кто я такой, чтобы что-то говорить. Вот после того, как я все это прочитал. И не знаю, это хорошая вещь, то есть тут как бы два варианта, как реагировать на это. Один вариант, когда ты осознаешь свою никчемность, один вариант это, как это называется, провалиться сквозь землю, знаете, там заползти куда-нибудь, чтобы тебя не видно, не слышно было. Осознаешь, что никакой духовности у тебя нет, и никогда ее не было, и, наверное, никогда не будет, то есть не в этой жизни. Поэтому первая реакция вообще перестать практиковать, успокоиться, жить как нормальный человек, материалистичный, и вообще забыть вообще про это. Потому что очень больно для эго. Знаете, когда вы считаете себя кем-то, я не знаю, там, вы какой-то специалист, там, не знаю, риэлтор, да, продаете там что-то, или какой-то конструктор, или какой-то повар. Знаете, повар, да, многие из вас готовят. И тут выясняется, то, что вы готовите, это вообще нельзя есть. И люди просто, так ели это, потому что у них не было вариантов. Знаете, иногда у нас нет вариантов, и мы едим, и как тебе? Нормально, потому что кушать хочется, и больше ничего нет. Вот, и когда в этот момент такому человеку дают попробовать что-то вкусное, какой-нибудь чизкейк из ашрама Вьюрлова, и после этого человек понимает, что вот она, жизнь-то какая. И что вот то, что я готовил, это нельзя есть, там ничего нет вообще съедобного. И вот первая реакция, когда эго, в том числе, когда мы приходим в духовную организацию, все равно материальное эго остается, и эго, в принципе, все равно чем гордиться. Оно так устроено, ему туда любую информацию загружаешь, и оно гордится. И оно считает себя кем-то, начинает свысока смотреть на тех, кто чуть меньше, чем он, и так далее. И тут, соответственно, когда выясняется, что вот то, что он там чем-то гордился, с духовностью никакого отношения не имеет, эго возмущается, оно всегда возмущается, когда его унижают как-то. И все, и хочется поэтому не практиковать, не показываться на глаза, и считать, что я такой падший, я такой смиренный, что я вообще не достоин что-либо, практиковать. Вот это на самом деле тамас. Это тамас, это невежество, это просто ущемленное ложное эго. И вторая реакция на то, что человек видит свою незначительность, свое несовершенство, свое какое-то падшее положение, недосягаемость вообще духовных идеалов. Вторая реакция – это то, что человек соглашается с этим. То есть не возмущается этим, не пытается оправдаться, не пытается как-то уничтожить себя, что является тамасом. Он признает, успокаивается и говорит, надо прогрессировать, надо теперь идти вперед. То есть столько лет, столько жизни мы топтались на месте, и теперь надо лежать в том направлении, ползти в том направлении. То есть вот это правильная реакция. Поэтому мы сейчас находимся, знаете, с личностью безупречной чистоты. И мы, может быть, находясь где-то на своих местах, с людьми, с нашими родственниками, можем считать, глядя на них все эти привязанности, можем считать себя совершенными, чистыми, духовными людьми и тешить свое эго, что, в принципе-то я хороший человек. Но когда вы приходите туда, где абсолютная чистота, на этом фоне вдруг оказывается, что у вас никакой чистоты нет вообще. И что надо идти в этом направлении. Хотя это больно для эго, это эгу больно. Душе не больно, эгу больно. И в этот момент надо перешагнуть через эту боль и признать, да, я несовершенен, и нужно идти в том направлении.